Вита – первый персонаж в истории Ханкай Импакта, который не просто узнал о существовании эонов, но и официально ступил на путь радости. Она – подружка Искорки. Именно от нее Вита получила маску и вступила во фракцию недотеп. Более того, она лично знакома даже с Сампо Коски. Появление Виты в Star Rail – лишь вопрос времени. И это не просто теория. Разработчики подтвердили, Вита с самого начала задумывалась как персонаж, подобный Вельту. Мост, сюжетно связывающий две игры. В этом ролике мы разберем ее полную историю. Узнаем, что связывает ее с Искоркой и как она прошла путь от безвольной марионетки древнего божества до члена самой хаотичной фракции во Вселенной. Чтобы понять природу Виты, углубимся в историю Венеры. За 250 миллионов лет до истории землян венерийцы тоже столкнулись с Ханкаем, силой, стремящейся уничтожить их цивилизацию. В центре обороны планеты стоял гениальный директор доктор Вита. Женщина с железной волей, готовая на все ради победы. Но чем дольше они сражались, тем сильнее становился враг. Когда обычное оружие оказалось бессильным, люди обратились к запретным технологиям. Венера начала черпать энергию из квантового моря, особого измерения внутри Ханкай-верса. В отчаянии доктор Вита перешла черту. Она сняла ограничения с системы душ, хранившей копии сознания всех жителей. Итог стал катастрофой. Вместо спасения она вызвала квантовое цунами. Всплеск энергии за считанные минуты затопил Венеру, уничтожив на ней все живое. Доктор Вита осталась единственной выжившей. Энергия моря изменила ее, даровав бессмертие и божественные силы. Оставшись одна среди руин, она смеялась и плакала, осознавая страшную цену своей удачи. Одержимая идеей возродить цивилизацию, она приняла радикальное решение. Отбросив человечность и имя, она возвысилась, став сущностью по имени Са. Са пустила корни в квантовом море, начав бесконечную жатву, поглощение энергии других миров. Но за Ханкаем стояла иная высшая сущность – Кокон Конца. В будущем он прибудет и на Землю. Са панически боялась прямой конфронтации. Понимая, что слишком слаба, она скрылась на краю Солнечной системы, где влияние Кокона не было ощутимо. Став паразитом миров, Са стремилась накопить достаточно энергии, чтобы однажды заменить Кокон. Для жатвы ей нужны были руки. Она создала клонов Прокси. Их задачей было внедряться в миры и готовить их к поглощению. Здесь кроется ключевое различие. Са – безумный древний бог, живущий прошлым, а известная нам Вита – уникальная аномалия. Среди бесчисленных безликих слуг она единственная, кто родился с лицом самой Са. Ошибка, истинную причину появления которой мы раскроем позже. Создатель возненавидел ее, но все же позволил существовать. Наша героиня изначально была лишь серийным номером. Биологический дрон возрастом в 150 миллионов лет, лишенный памяти, воли и имени. Ее существование подчинялось алгоритму – внедрение, втирание в доверие, жатва, гибернация со стиранием памяти. Мир погибал, энергия уходила Са, а Вита начинала цикл заново. Между миссиями Прокси держали в искусственном сне. Чтобы инструменты работали лучше, Са загрузила в них часть своих воспоминаний, но система дала сбой. Память уничтоженных миров не исчезала. Цифровые призраки оседали в подсознании Виты, формируя личность. Это был взрыв самосознания. Она впервые произнесла слово «я» – фундамент любой личности. Са предвидела это. Прокси с зачатками личности попадали в ловушку бесконечных снов. В хаосе снов она видела людей, которых убила, и вместо покорности в ней рождалось желание их спасти. Ключевую роль в пробуждении сыграла Мара, цифровая копия сознания бывшей коллеги Са. Са превратила ее в раба, заточив в тело механического монстра. Мара ненавидела Са и презирала Виту за лицо мученицы. Но именно в ней она увидела шанс и стала катализатором бунта. В своем сне Вита играла роль решалы, послушного агента. Но Мара вмешалась, заставив ее усомниться в реальности и вспомнить свое истинное «я». Она осознала себя не инструментом, а пастырем. В тот момент Вита усвоила главный урок – свобода не дается при рождении, за нее нужно бороться. И символом этой свободы для нее стало бескрайнее звездное небо. Са знала обо всем, но ей было плевать. Став божеством, она утратила человеческую логику. Ее интересовало лишь поглощение энергии, и бунт одной куклы казался ей ничтожным. Так началась история пробужденной. Взяв себе имя Вита, эхо человеческого прошлого самой Са, она стала зеркалом своей создательницы. Но за радостью рождения пришел ужас. Вита поняла, что она раб, вынужденный убивать тех, кому едва успевает привязаться. Теперь, обладая самосознанием, она раз за разом видела лица обреченных,
и бесконечное монотонное повторение смерти. Но монотонность подарила ей оружие – терпение. Вита решила играть роль идеальной куклы. Она стала величайшей актрисой, чтобы однажды убить своего бога. Так родилось ее кредо – абсолютная свобода и ненависть к самонадеянным божествам, играющим людьми. План Виты по обретению свободы начал реализовываться в пузырьковом мире соленого снега. Это была виртуозная игра, роль верного слуги и подготовка бунта. В соленом снеге она встретила героев Земли, живых, непредсказуемых людей. Она быстро подружилась с ними и искренне полюбила это время. Для них она была союзником, для Са – инструментом. Но Вита поняла – эти люди – ее шанс на свободу. Ради свободы Вите пришлось пойти на предательство. Она раскрыла Са информацию о землянах и пригрозила уничтожить мир. Вита знала, Са не вмешается лично, а использует ее. Зелье, пробудившееся как Хершер, вступило в бой с Витой. Са, не желая отвлекаться на мышиную возню, наделила Виту колоссальной долей своей власти. Этого Вита и ждала. Битва с Зелье требовала все больше сил, и Са щедро делилась энергией. В кульминационный момент Вита использовала эту власть не для атаки, а для удара внутрь себя. Она разорвала ментальную цепь, связывающую ее с Создателем. Это стало концом рабства. Вита заглушила голос Са в своей голове. Впервые она стала автономной, сохранив дарованную силу. Но это был лишь первый шаг. Са была жива, и Вита знала, чтобы стать свободной окончательно, Бога нужно убить. История переносится на край Солнечной системы, на экспериментальную планету Са – Форус. Здесь она хотела возродить Венеру. Вернемся в прошлое. Вместе с Са они построили здесь новую цивилизацию, используя генофонд ковчега землян. Са стерла копии сознаний венерийцев, поняв, что не сможет построить идеальный мир для сломленных душ. Отношение Са к Вите было сложным. Она ненавидела ее именно за человечность, за эмоции, которые сама отбросила как слабость. Лицо Виты напоминало ей о собственных криках в момент отчаяния. Постепенно становясь божеством, Са теряла себя. В стремлении к оптимизации она намеренно отделила от себя лишние эмоции и добродетели – сострадание, честность, невинность. Из этих осколков она создала 7 детей, маленьких Вит, назначив их хранителями города. Старшая Вита стала им нянькой. Она заботилась о них, приносила подарки. Впервые она обрела настоящие человеческие узы. Для Вит она стала любимой старшей сестрой. Однажды Вита едва не сломалась от нахлынувших чувств. Маленькие Виты признали, что их единственное желание, чтобы она осталась с ними подольше. Подобное потрясение она испытывала лишь однажды, в момент своего пробуждения. Но маленькие Виты стали проклятием. Са создала артефакт силой самсары. Когда дети активировали его, думая, что, согласно протоколу, решают большую проблему города, на деле они вызывали потоп. Вода убивала всех жителей, включая их самих. Старшей Вите досталась безумная задача – вытаскивать их из воды, стирать память и запускать цикл заново. Вита привязалась к тем, кого Са лишь утилизировала в своих попытках создать идеальную цивилизацию. Вернувшись на Форус уже свободной, Вита увидела шанс покончить с Са навсегда. Ряд событий привел на планету героев Земли – Фухуа и Грисео. Вита решила использовать их как оружие. Она снабжала их информацией, оставаясь в тени. Все вело к одному – безумное божество должно умереть. Маленькие Виты узнали правду о себе и городе, но их любовь к сестре не угасла. Будучи добродетелями Са, они могли стать оружием против нее. Дети решили пожертвовать жизнями. Вита пыталась их остановить, убеждая, что ей все равно, но они выбрали смерть ради спасения дома и своей сестры. Сама Вита не могла вступить в бой. Использование ее сил на Форусе мгновенно уничтожило бы ее по воле Создателя. Герои Земли вступили в бой с частью Са, но та использовала божественную кару, убив Фухуа. Однако в решающий миг Вита выступила против Создателя. Используя силу самсары артефакта, она локально отмотала время вспять, отменила гибель Хуа и помогла сломать часы Са, доказав, что божественность не всемогуща. Благодаря плану землян и вмешательству Виты эту часть Са удалось уничтожить. Это значительно ослабило ее и стало началом конца. Са была сломлена. Бесконечное существование фактически в виде машины истощило ее. В глубине души она желала конца. Когда Вита проникла к ней после поражения, это было больше похоже на эвтаназию, чем на убийство. Вита пообещала, что не повторит ее судьбу. Она устроила Создателю своеобразные похороны.
Убив создателя, Вита забрала у умирающей Са самое ценное – глаза Бодхи, ядро ее силы. Пусть в руках Виты оно ослабло, но даровало ей способности Са и сделало новым создателем Форуса. Но у этой власти была цена. Вступило в силу правило. Творения Форуса не могут помнить Творца. Обретя силу Са, Вита автоматически стерлась из памяти всех жителей. Но самое страшное – ее забыли и маленькие Виты, ее сестры и братья. Хотя маленькие Виты погибли, Вита восстановила их тела и вернула к жизни, сохранив души. Но когда они проснулись, для них старшей сестры никогда не существовало. Вита обрела абсолютную свободу, но осталась в абсолютном одиночестве. Этот момент окончательно сформировал ее титул «Одинокий странник». Поглотив глаза Бодхи, Вита стала сущностью планетарного масштаба. Пусть ядро Са и ослабло, арсенал Виты все равно пугает. Ее главная способность – манипуляция разумом. Вита читает мысли, проникает в сны и редактирует их. Она видит истинные мотивы людей и взламывает как психику, так и цифровые системы. В бою Вита держит дистанцию. Зачем марать руки, если есть звездный путешественник? Гигантская меха Са теперь подчиняется ей. Вита модернизировала ее, увеличив огневую мощь и размеры в десятки раз. По щелчку пальцев этот титан обрушивает на врагов лазерные лучи и массированные удары. Вита может и сама пилотировать меху, усиливая ее. Вита никогда не делает ничего просто так. Даже ее атаки – все это спектакль. Ей важно не просто победить, а сделать это красиво. Потому что если ты свободен, ты обязан иметь собственный стиль. То, чего у нее не было, пока она была безликим прокси. Еще одна ее фундаментальная способность – контроль над ростком желаний. Это механизм, который Са использовала для жатвы миров. Он работает как паразит, питается желаниями и сильными эмоциями людей. Сейчас, используя этот принцип, Вита может накапливать энергию в артефакте, оставшемся у нее с Форуса. Вита, провоцируя огромную массу людей на сильные эмоции, буквально питает артефакт их реакциями, чтобы получить силу и энергию. Ирония же в том, что сама Вита – это тоже росток желаний. Но если обычные ростки служили для уничтожения, то Вита стала аномалией. Таково ее истинное происхождение. Не сбой системы, а результат слияния божественной власти Са и ее бессознательного желания сохранить ту часть себя, которую она потеряла в борьбе с Ханкаем. Вита – это воплощение человечности Са, которая выжила вопреки воле своего создателя. Она – живое доказательство того, что даже став богом, нельзя полностью убить в себе человека. Помимо прочего, Вита унаследовала часть иных божественных сил Са. Создание материи из энергии, ускорение собственного времени и управление временем созданных объектов. Ядро открывает огромные возможности, и полный потенциал Виты нам еще предстоит увидеть. Но главное, теперь у нее есть маска недотепы, подаренная Искоркой. Мы пока не знаем всех ее свойств, но она позволяет преодолевать барьеры из мнимой энергии и покидать родной мир Ханкай Импакта. Обретя независимость, Вита не выбрала путь героя. Она заняла позицию в серой зоне. Во второй части сюжета, посвященной Марсу, она стала оператором квантового компьютера. Здесь она нашла идеального партнера – Энтропию. Она увидела в ней отражение себя. Энтропия тоже была инструментом, созданным богиней Марса для бесконечных симуляций. Вита называет себя гробовщиком. Ее цель не просто помочь сестре по несчастью, но и вырыть могилу для самонадеянного божества. Поэтому Вита сломала ее планы. Когда богиня Марса заставляла искателя снов проживать один и тот же сценарий, Вита вмешалась, чтобы разрушить этот цикл. Взломав систему, она заставила богиню выйти из тени, раскрыла правду энтропии и помогла ей осознать свое существование. В финале Вита даже рискнула собой, вступив в конфронтацию с богиней, чтобы энтропия смогла поглотить часть ее сил. Что касается ее характера, Вита часто ведет себя вызывающе, превращает людей в кубики, провоцирует героев. Но важная деталь. Под троллингом Виты здесь понимается не обычный интернет-троллинг ради смеха или издевки, а провокационное поведение, которое вскрывает эмоции и в своей сути ломает привычные границы других людей. Однако дело не в том, что ей просто скучно. Дело в ее прошлом. Миллионы лет она провела в рабстве у Са, божества, одержимого порядком. Для нее любой сценарий, долг или жесткие правила – это триггер, напоминающий о тюрьме. За ее вызывающим поведением стоит не только скука, но и колоссальный разрыв в опыте. Проведя 150 миллионов лет в роли инструмента божества, Вита фактически просто не знает, как нормально общаться с людьми, ведь все окружавшие ее прежде были лишь сырьем для жатвы энергии. У Виты нет навыка привычной человеческой близости.
Поэтому ее троллинг – это не каприз, а единственный доступный ей язык. Она пытается наладить контакт так, как видит его существо ее масштаба, через испытания, игры и провокации, бессознательно надеясь, что кто-то сможет разглядеть за этим ее неуклюжую попытку не быть одной. Троллинг же ее – это еще и тест на реальность. Доказательство, что мир вокруг не очередная жатва, а настоящая жизнь. Только непредсказуемая, живая реакция убеждает ее, что она общается с людьми, а не с марионетками. Более того, для Виты такие игры – единственная безопасная форма любви. Здесь она сама устанавливает правила. Она больше не жертва, а ведущая. Заставляя других взаимодействовать с собой на своих условиях, она гарантирует, что больше никогда не станет беспомощной игрушкой. И именно поэтому, столкнувшись с кем-то посильнее или получив неожиданную реакцию, Вита порой просто теряется, уже не в силах просто отшутиться. Ирония ее одиночества лучше всего видна в одной детали. Внутри ее грозной боевой мехи скрыта цифровая комната общежития с чиби-версиями героев. Могущественная сущность, способная стирать города, по сути играет в куклы, наблюдая за их виртуальной жизнью. Это Вита, которую никто не видит. Жертва и отвергнутый клон, ищущий связи, в которой она никогда не признается. И часть героев Земли, например, Мэй и Киана, видят в ней одинокую душу, которая просто не умеет попросить о тепле напрямую. Возможно, именно это молчаливое понимание с их стороны и дает ей надежду. Но надежда для Виты – слишком хрупкое чувство, чтобы выставлять его на показ. Ей куда привычнее скрываться за парадоксами. Вита поняла, что роль злодея – самый эффективный инструмент. Пока герои тратят время на моральные дилеммы, она действует. Однажды она намеренно настроила персонажей против себя, чтобы объединить ради общего врага. Ей нравится разрушать ожидания. Все ждут от нее гадости, а она готовит сюрприз. Вита спасает мир, притворяясь, что хочет его сломать. Так быстрее и веселее. Интересно ее отношение к близости. Она намеренно атакует врагов дистанционно, избегая прямого контакта. Но это избегание касается только чужих. С теми, кого она приняла и кто принял ее, как Киана или Искорка, барьер падает. Ее недотрога, не фобия, а избирательность. Она подпускает только тех, кто прошел тест на искренность. В сообществе Виту часто сводят к троллю и злодейке. И это неудивительно. Она предельно честна в своих грехах, но скрытна в добродетелях. Она открыто говорит о своих злодеяниях, но маскирует добрые поступки. Вита не просит прощения. Она принимает свою тьму. Это сложный сплав личности, тени создателя и страха снова стать марионеткой. Именно эти противоречия делают ее по-настоящему живой. В этом кроется ее главный парадокс. Для обычного человека стабильность – благо. Для нее – триггер. Порядок равен рабству, поэтому она ищет хаос. Ей нужно движение и непредсказуемость, чтобы заглушить эхо одиночества. Но в этом же одновременно и ее проклятие. С одной стороны, она отчаянно ищет принятия, той самой семьи, которую нашла в маленьких Витах. Она хочет быть понятой, не чувствовать себя лишней. Ведь худшее одиночество – быть одиноким среди людей. Сама Вита говорит следующее. Знаешь, что больше всего любит песчинка? Зиму. Потому что все странные неподходящие существа будут приняты снегом, который накрывает все. Она ощущает себя этой песчинкой, маленькой, жесткой и чужеродной. В компании героев она пришелец, бывший враг. Снег для нее – это хаос общего дела или праздника. Она скрывает различия. Когда все заняты спасением мира, никто не видит в ней убийцу. В этот момент она одна из всех. Она принята. Вита не просто ищет внимания, она ищет укрытие. Создавая игры и пранки, она строит безопасное пространство, где может быть рядом с людьми, не чувствуя себя чудовищем. С другой же стороны, чтобы сохранить личность, она должна быть недотепой. Она носит маску не ради веселья, а чтобы защитить свою хрупкую свободу от самой себя. Почему Вита, ненавидящая божеств, приняла маску недотепы? Ответ прост. Она устала от предсказуемости. Са была абсолютным порядком. Радость и Искорка – это абсолютная непредсказуемость. Для Виты, у которой аллергия на сценарии, философия недотеп стала глотком воздуха. Ей не нужен хаос ради разрушения. Ей нужна свобода от сценария. А путь радости – то самое, где сценариев в привычном смысле попросту не существует. Приняв маску, она не вступила в цирк, она сожгла свою тюремную робу. И Вите нужен был также и кто-то, кто поймет ее цинизм и любовь к абсурду без морализаторства. Именно поэтому, встретив Искорку, она не пыталась ее остановить. Вита увидела в ней отражение той стороны себя, которую больше не нужно было скрывать. Но как вообще произошла эта встреча? Искорка прибыла в мир Ханкай Импакта не случайно.
Ее привлекли фейерверки, отголоски гибели древнего Марса. Чтобы встряхнуть застывшую реальность, она устроила грандиозный пранк, создала мир грез, копирующий локации Star Rail, и попыталась заразить квантовый компьютер Марса вирусом. Самое интересное, что еще до прибытия в новый мир Искорка уже знала о Вите. Она пошла на виртуозный обман, стерла себе память, чтобы Вита не смогла прочитать ее намерения. Чтение мыслей бесполезно, если ты сам не помнишь, что ты зачинщик игры. В этой дуэли двух манипуляторов девушки быстро нашли общий язык. Они объединились, вместе побив беднягу Сампо Коски, которого Искорка искусно заманила на Марс в качестве козла отпущения. Даже проиграв Вите в финальной партии своего пранка, Искорка осталась в восторге. Она увидела в Вите не просто местного жителя, а идеального актера, запертого в плохой пьесе. Прощаясь с Витой, Искорка обещала вернуться с подарком и сдержала слово. Вскоре она принесла Вите маску недотепы. Вита приняла ее, официально ступив на путь радости. Эон Аха создает маски лично для каждого недотепы, и Вита не стала исключением. Теперь ей доступна сила радости. Для Виты получение маски – это не вступление в цирк, это финальный акт освобождения. Декларация о том, что она больше не будет следовать чужим сценариям. Отныне она сама пишет правила, даже если в них нет смысла. Дружба с Искоркой не противоречит желанию Виты быть принятой. Наоборот, это и есть принятие, но не как хорошей девочки, а как равной, опасной и непредсказуемой. Искорка предлагает то, чего Вита жаждала миллионы лет – свободу быть собой. Несмотря на всю власть, Вита до недавних пор оставалась пленницей Солнечной системы из-за барьера мнимой энергии. Но маска недотепы стала ключом. Сила маски позволяет игнорировать границы миров. Теперь Вита – одинокий странник меж звезд. Противостояние двух трикстеров стало основой для анимации коллаборации двух ханкаев. Они обменивались колкостями, соревновались в искусстве обмана и сражались на мехах. Эта анимация – часть канона. Фраза из ее концовки о будущем путешествии слово в слово повторяет описание оружия Искорки. Это значит, что битва Искорки с Витой не просто промо, а реальность. События ролика, вероятно, происходят в будущем, после текущей истории. В финале Вита говорит, что их путешествие будет приятным. Возможно, это сражение случится уже после того, как они покинут мир Ханкай Импакта. Для Виты это стало откровением. Она нашла того, кто говорит на ее языке. Языке иронии, парадоксов и веселья. Вита прошла путь от безвольной тени на мертвой планете до марионетки бога, от предателя до божества и, наконец, до члена самой непредсказуемой фракции во Вселенной. Теперь у нее есть все для межзвездного путешествия. Ментальная сила глаз Бодхи, автономная боевая меха и маска недотепы, открывающая любые двери. Ее статус подтвержден официально. В интервью разработчики заявили, Вита задумывалась как прокси и мост. Уникальный персонаж, способный свободно перемещаться между мирами Ханкай Импакт и Star Rail и связывать сюжеты обеих игр подобно Вельту. Однако от Вельта Вита отличается. Если он оказался на Звездном экспрессе вынужденно, то Вита должна покинуть систему осознанно. Ею движет не долг, а личный интерес и жажда нового шоу. Приглашение от Искорки было принято, и вопрос не в том, появится ли Вита в Star Rail, а в том, не изменили ли разработчики свои изначальные планы. Ведь Вита – парадокс. Она стремилась к свободе, чтобы быть одной, но теперь использует эту свободу для поиска связей. С Искоркой, с кем угодно, кто развеет ее скуку. Она бежит не от прошлого, а от пустоты внутри себя. Какую роль она сыграет в Star Rail? Станет ли могущественным союзником, или же в духе новой фракции превратит приключения в хаос, просто потому, что ей это весело? Появление Виты в Star Rail может случиться совсем скоро. В сюжете версии 3.8 на нее была прямая отсылка. Кукла Искорки прямо упоминает звездного путешественника, личную боевую меху Виты. И это происходит накануне открытия нового мира радости. Совпадение? В играх Hoyoverse простых совпадений не бывает. Скептики скажут, что это просто пасхалка. Действительно, в Star Rail много отсылок на Ханкай Импакт. Химико цитирует кредо Ханкая, а Хирон повторяет слова Райден Мэй. Но это эмоциональные отсылки. В сюжете 3.8 все иначе. Искорка назвала конкретный объект – звездный путешественник. Это не философская концепция, это уникальная боевая меха. Для обычного игрока Star Rail это просто название, но для фанатов Ханкай Импакта это сигнал маяка.
Учитывая разницу во времени между играми, Вита вполне может путешествовать с недотепами уже много лет. Планета радости – идеальная сцена для ее выхода, возможно, не сразу как игрового персонажа, но как активного участника сюжета. Ведь для Виты вся вселенная – это сцена, а шоу должно продолжаться. Пишите в комментариях, ждете ли вы Виту в Star Rail и как думаете, появится ли она. Обязательно посмотрите прошлый ролик по подсказке на экране. Поддержать выход новых видео можно донатом или подпиской на Бусти. Спасибо за просмотр.